Привет всем! Я рада видеть вас на своем канале, и сегодня у нас мраморный дизайн в макро. Возможно, это и не мрамор, но определенно текстура интересная и очень простая. У меня было похожее видео с этой техникой, по-моему, осенью, но мне писали, что не получается так выложить материал, и вместо текстуры получается какая-то клякса. Поэтому сегодня очень подробно покажу и расскажу. Если вам интересно, оставайтесь со мной и будем начинать. Я уже выполнила маникюр и буду наносить базу. База топ и камуфляж у меня сегодня от American Creator. Сначала про базу. Это универсальная твердая база, консистенция у нее средняя, поэтому ей очень удобно работать. Ну и сама по себе она неплохо самовыравнивается. Для бетонного укрепления ногтей, это мне чаще всего нужно на правой руке, я использую эту базу как подложку под гель. Эта парочка материалов великолепно держит углы на квадратах. Сегодня я использую только одну базу, так как квадрат недавно достроен у меня белым полигелем. Основной цвет в дизайне будет нежно-розовый камуфлирующий оттенок и два дополнительных цвета – молочный и белый. Наношу на палитру одну большую каплю, она нужна для смешивания, и вторую каплю рядом, чтобы заполнять этим цветом пустые участки. Дальше вы поймете, о чем я сейчас. Основного цвета, если что, на палитре должно быть больше, чем дополнительных, иначе белый цвет просто его перекроет. И теперь тонкой кистью я смешиваю гель-лаки таким образом. Далее мы берем любую плоскую кисть для рисования и загребаем смешанные гель-лаки. На самой кисточке у нас должен оставаться узор. Теперь, слегка касаясь ноготка, мы разливаем наши смешанные гель-лаки на ноготь и стараемся делать это более-менее равномерно. Если узоров мало, то можно также подцепить смешанные гель-лаки тонкой кистью и добавить. Я сейчас добавлю еще немного узора к кутикуле, а все пустые места я буду заполнять розовым оттенком. Пока я заполняю пустые места розовым цветом, я еще немного выравниваю гель-лаки, чтобы не было в одном месте слишком много материала. И если вы хотите еще быстрее выполнить этот дизайн, можно нанести тонким слоем камуфляж, не сушить и по мокрому на него добавить смешанные гель-лаки с кисти. В такой технике, пока вы будете наносить узор, он еще будет немного перетекать в камуфляж. Такой узор у меня получился в один слой, и все, больше ничего не нужно прорисовывать и добавлять. Дизайн текстура уже готов. Давайте теперь посмотрим, как с кисточки переносить гель-лаки и почему не получается. Я снова набираю материал на кисть и наношу узор на палитру. Гель-лак должен стекать с кисти на ноготь вот так. Ставим условно себе точку гель-лаком, касаемся гель-лаком ногтя. И дальше кисть мы ведем почти по воздуху, стягиваем материал сверху вниз или вбок. Теперь почему не получается узор? Узор может не получаться, когда есть давление на кисть. Вот антипример. Смотрите, как я ставлю каплю гель-лака и как идет кисть. Все, я поставила, и все лаки у меня смешались между собой, и к тому же осталось много пустого места. Это не похоже на текстуру, которая нам нужна. На оставшемся материале еще раз покажу. Набираем, касаемся кистью и гель-лаком ногтя и стягиваем его по воздуху. Таким образом получаются тонкие разноцветные линии. А здесь, как вы видите, нет таких тонких линий, просто клякса непонятного цвета. Возвращаемся теперь к дизайну. Текстура получается быстро и просто, а вот с декором я возилась довольно долго. Очень нравятся мне дизайны, где по краю всего ногтя поталь. Поэтому я измельчаю ее сразу на много мелких частей и буду переносить на липкий слой гель-лака.
Фольгу, чтобы она не торчала, можно немного поприжимать апельсиновой палочкой и перекрываем топом. Этот топ моя большая любовь с весны, которую мне хочется прям всем-всем посоветовать, потому что глянцевые топы, которые многие нахваливали, например, Global алмазный топ, Siller и даже Una, мне просто не подошли. Мне не нравится глянец, они или затираются, или с нанесением нужно приноровиться. Этот топ вообще без проблем, он легко наносится с первого раза, он не убегает от кутикулы, он не желтит и держит хороший глянец. Дизайн теперь точно готов, осталось только быстренько его размножить на остальные ногти. Такой дизайн у меня сегодня получился. Вроде бы ничего необычного, но в жизни это выглядит нереально красиво. Напишите, как вам такая текстура, я буду ждать ваши комментарии и ваши работы по этому мастер-классу. Публикуйте фото в Instagram с хэштегом Карина Корн. Мне всегда очень интересно, что же у вас получается. Ну а на сегодня у меня все. До скорого в новых видео. Пока-пока.